Камаржоба, everybody! Я покажу вам Батуми изнутри, все как есть, без прикрас. Многие туристы и не догадываются, есть ли жизнь по ту сторону. Вот, блин, нифига я не блогер. Поэтому я принципиально решил не идти на поводу. А это, конечно, тот еще квест. Это нереально, это немыслимо, unreal. Те самые трущобы. Вот и настал день покинуть наше уютное жилище на первой линии прямо у моря, в котором мы прожили 7 месяцев, подружились с соседями, и все здесь стало родным. Это жилье мы снимали до сезона, и вот сезон наступил. Пора съезжать. Настоящий блогер ищет светлые роскошные апартаменты, что все понты, там инстаграмные стены и все такое. Мы же решили пойти другим путем. Мы решили окунуться в самую настоящую Грузию, правдивую Грузию, Грузию без прикрас, в самую гущу событий. Мне кажется, так можно лучше понять менталитет, выучить язык и узнать эту страну изнутри. Вот, блин, нифига я не блогер. Сейчас, как известно, заоблачно подскочили цены на жилье. Здесь мы снимали за 450 лари, это $150. Понятное дело, в настоящий момент это первая линия, поэтому стоить тут будет дорого. Все цены взвинчены и рассчитаны лишь на туристов. Надо понимать, что обычный простой человек здесь, зарабатывая 600 лари, 1000 лари, 1200 лари, не в состоянии платить свою зарплату полностью, всю свою зарплату за жилье. 1200 лари – это $400 на минуточку. И попробуй еще за такую сумму найти жилье. Как правило, чаще в объявлениях мелькает сумма $1000 за апартаменты, за квартиру. А это 3000 лари. Сумма вообще неподъемная. И тут вопрос без ответа. Как здесь жить обычным людям, которые не в состоянии отдавать 5 своих зарплат за квартиру? Поэтому я принципиально решил не идти на поводу у сказочных риэлторов и справиться с этой задачей как настоящий местный. Это уже дело принципа. Мне стало принципиально найти жилье по адекватной для Грузии цене. А это, конечно, тот еще квест. Спасибо всем, кто нас поддержал. Здесь, в Батуми, таких отзывчивых, столько сопереживающих людей я не встречал нигде. Никто не остался равнодушным. Все, к кому бы мы ни обратились, спрашивали своих знакомых на предмет съемного жилья не задорого. Все старались для нас и переживали как за родных. Трезво оценивая ситуацию, понимая, что это курортный город и цены гнут ого-го какие, сейчас тем более сезон, мы слабо рассчитывали найти что-либо подходящее в пределах города. Мы готовы были уехать в какую-нибудь глухую деревню, маленький городок, куда-нибудь подальше от Батуми, и рассматривали это как какой-то новый интересный для себя опыт. Фоти, Кутаиси, Зугдиди, то есть где найдем, туда и поедем жить. Уже настроившись пожить в глубинке, неожиданно нашлась квартира. И где? В пределах города. Это нереально, это немыслимо, unreal, но это факт. Я так смотрю, уже и дождик пошел. Ну, дождик в дорогу – это хорошая примета. Спасибо Миле, нашей соседке, она очень за нас переживала, как за своих детей, и вот очень нам помогла, благодаря ей мы нашли то, что хотели. Огромное ей спасибо и наша сердечная благодарность от всей души. Такой близости нового жилья к центру мы вообще не ожидали. Квартира на улице Лермонтова, до моря 20-25 минут пешком. Это фантастика. Да, сняли мы не фешенебельные апартаменты, а так называемый бабушкин вариант. Но, как я уже говорил, мы и не гнались за роскошью. Лакшери это для понтоблогеров. А перкуссионное сопровождение моего видео вот от этого парня. Баскетбол. К слову сказать, стоимость нового жилья 400 лари. Лари. И это даже дешевле того, что мы снимали прежде, вне сезона. И это, конечно, очень приятный плюс. И пусть у нас теперь не первая линия, а трущобы, как здесь принято называть все то, что находится за улицей Пушкина. Пусть мы дальше от центра, от всяких красивостей, от всей гущи событий.
Но зато у нас есть крыша над головой и не бьет больно по карману. А это, согласитесь, очень приятный момент. Итак, мы пересекли улицу Чавчавадзе. Впереди улица Пушкина, позади меня море. Многие туристы и не догадываются, есть ли жизнь по ту сторону. Есть ли жизнь по ту сторону улицы Пушкина? Да на самом деле все не так-то и уже страшно. И плюсов здесь довольно-таки хватает. У моря Дубай, небоскребы, все причесано, красиво, да. А тут в трущобах не так все вылизано, не так все прилизано. Такой обычный, простой провинциальный городок. Зато стены тут суше и на улице тише. Это жирные плюсы, на которые я обратил внимание в первую очередь. Кто в теме понимает, о чем я говорю. В новом пристанище у нас нет пока интернета, много чего еще нет. Есть что починить, что наладить, отремонтировать. Поэтому не знаю, когда выйдет теперь следующий выпуск. Но это такое дело наживное, все решаемо. Что можно сказать как итог? Принципиальный квест пройден, задача выполнена. Теперь у нас есть своя берлога по разумной стоимости. Все как мы хотели, все как мы и загадывали. В следующих выпусках я покажу вам окраины Батуми. Те самые трущобы. Не те инстаграмные виды, что вы привыкли видеть на однотипных картинках новоиспеченных блогеров. Море, фонтаны, памятники, небоскребы, такая имитация успешности, нет. Я покажу вам Батуми изнутри, все как есть, без прикрас. Прошу моих дорогих подписчиков набраться терпения и дождаться новых серий. А кто не подписан, призываю не оставаться в стороне и подписаться, чтобы не пропустить новые ролики и много всяких интересностей. Сейчас нам с Лией предстоит влиться в новые условия и при всем при этом остаться на плаву. Пока у нас это получалось и получается до сих пор, и во многом благодаря вам, добрые люди, которые нас окружают в обычной жизни, которые поддерживают как делом, так и в комментариях под каждым моим видео. Огромный респектище и спасибо. Сейчас мне хотелось бы, чтобы вы написали, что вы думаете о нашем решении перебраться на окраину и пожить в глубинке. Пошли бы вы таким путем или поступили как-то по-своему? Возможно, и вы имели такой опыт, и вам есть что рассказать, чем поделиться с нами. Мы с Лией читаем комментарии, бывают прям такие интересные, которые действительно достойны обсуждения. И еще делитесь, пожалуйста, ссылкой на наш канал со своими друзьями, ведь тут есть что посмотреть. Жду весточек. А пока нахвамдис, дорогие. До новых встреч в трущобах. Всегда, в любой ситуации, оставайся на плаву.